Так, ну что ж, продолжаем нашу автоматизацию. Как видите, я использовал стальной вал. Сейчас я покажу крафт его. Это шпиндель и стальные слитки. Получаем их по 8. Для дальнейшего крафта мы получаем стальной вал X, который разветвляется на 4 части. На 3, как вы видите. И стальной вал переключателя. Теперь же осмотрим молотковую мельницу, так как я ее ранее уже упоминал. Вот у нас железная. Стальной шпиндель, слиток нержавеющей стали. Я уже показывал ранее, как его получать. Что мы с ней можем сделать? Можем каменную соль передобить, пшеницу, семена риса, рисовое растение, лимон, оливка и многое другое. Все, что связано с овощами, как вы видите. И не только. Если мы получали в тех мельницах каменных удвоение по 2, то здесь мы получаем уже утроение. Здесь вот с низким шансом, а здесь вот. Давайте же попробуем туда положить что-нибудь. Но нужно еще поправить кое-что. Это поставить еще одну воронку. И поставить, соответственно, сундук. Давайте теперь возьмем какие-нибудь руды. Пускай будет голубая. Пускай будет белая. Белая крупная. И нейтритовая. И все это положим сюда. Не подходит для нейтритовой. Вот. Теперь пошла переработка. И сразу складывается все. Это один из простых способов автоматизации. Давайте заберем остатки. Отсюда тоже заберем. И заберем отсюда, так как мы уже увидели в действии. Чем быстрее вращаются валы наши, тем быстрее она будет перерабатывать. Соответственно, в дождливую погоду, когда будет очень сильно дуть ветер на нашу мельницу ветряную, будет большая высокая скорость. Ну вот. Думаю, мы достаточно уже переработали. Теперь будем перерабатывать белую крупную. Из нее получаем золото, которое мы тоже будем сейчас перерабатывать. Это мы все забираем. И положим, к примеру, золото сюда. Оно не пошло. А почему? А потому что для этого уже нужна титановая. Давайте осмотрим рецепт крафта титановой. Для этого нужен титановый слиток. Как мы его можем получить? Мы можем получить титановую пыль, алюминиевую и хромовую. Давайте осмотрим титановую. Титановая получается из рутилового кварца, который получается можно получить при добыче белой руды, так же как и малахит с небольшим шансом, или же переработкой рутила. Рутил можно получить, скрафтить: костная мука, черный лепесток лотоса и золото. Или же белую крупную перерабатывать, чтобы получить рутил. Можно его создать в реакционной камере. Это белая руда и кусок мыла через блейзовый катализатор. Также можно его получить через титановые вот эти вот устройства, насадки. Ну что ж, продолжим белую руду нашу перерабатывать, пока не получим заветный наш
рутил. По-моему, он здесь и не падает через него. Да, через него не падает. Это и есть недостаток этой мельницы. Во всяком случае, я это показал. Теперь можем перейти со спокойной душой на следующий уровень. Возьмем титановую. Допустим, что мы уже получили титан. Что у нас может титановая? Титановая нам перерабатывает, но уже с определенным шансом. Дает дополнительные. Сейчас мы это рассмотрим. Вот возьмем соляную, крупную черную, крупную белую. По чуть-чуть положим. И посмотрим, что мы получим. А вот он наш рутил. И вот рутиловый кварц. Рутиловый кварц у нас можно сломать и получить титановую пыль. Так же, как и, собственно, сам рутил. Вот. Теперь посмотрим черную. Что нам даст черная? Аргентитовый дает нам. И должна дать молибденит. Также дал дополнительно шерл, который у нас используется уже как в декоративных целях, так и в других целях для получения черного экстракта, блока шорля, патронов и других рецептов, к которым мы еще вернемся и еще пойдем. Молибденит. Он у нас используется уже в следующих крафтах. Пыль. Или же получить пыль, кусочек шифера и черный опал при использовании этой же мельницы. Давайте один разобьем и посмотрим. Мы получили лишь пыль, потому что шанс не очень высок. Давайте положим больше. Вот мы уже получили кусочек шифера. Теперь перейдем к соляной руде. Получили каменную соль. Из каменной соли можно делать блоки. Можно раздробить ее, получить соль для кулинарии. Можно сделать блок каменной соли. А также можно сделать кирпичи. Сейчас покажу. Но, в принципе, декоративные блоки я рассматривать не буду во всем этом, потому как декоративные, на то и декоративные, что просто декорация. Потому как здесь в этом летсплее, скажем так, будут рассматриваться лишь механизмы. Что ж, сейчас я уйду на небольшое закадре для того, чтобы построить еще одно устройство, еще один механизм, чтобы показать его в действии. Куда это я ушел за кадр? Совсем забыл. Показать титановую сетчатую пластину. Она нам нужна для того, чтобы получать уже не руды, а для того, чтобы получать драгоценные камни из этих руд, которые нас встречаются. Давайте для примера возьмем несколько руд. Там топазовые штучки 3, серный, там тоже немного красный, зеленый, ну и синий. Чисто как пример показать. Всего по чуть-чуть. Вот мы получили сапфир, лунный камень, довольно редкий гость в наших краях. Здесь мы получаем оливин, жадеид и другие. Здесь мы будем получать альмадегит,
Альмандин. Господи, что за название? Извините за неточности и плохое произношение, потому как не часто произношу подобные сложные слова в произношении. Вот мы получили топазы. Ну что ж, теперь я могу уйти из Акадия спокойно и собрать другой адский агрегат для показа. Так, ну что ж, я вернулся из Акадия. Сейчас мы осмотрим горелку и как к ней подать топливо. Видите, топлива нет. Здесь 50 ведер. Соответственно, чтобы подать топливо, но сейчас мы к этому вернемся, немножко отступления. Как сделать топливную горелку? Слиток нержавеющей стали 4 штуки, одно огниво, один шпиндель и один контейнер. Контейнер делается из слитка мельхиорового серебра 3 штуки, одного стекла и 2 железных прутьев. После создания контейнера мы создаем, соответственно, горелку. После того, как мы ее сделали, налили в нее топливо. Сейчас даже покажу, как его получить. Довольно-таки быстрым способом. Того, что всегда навал в Майнкрафте. Думаю, что этого хоть отбавляй. Положим это в молотковую. Берем железную насадку, устанавливаем. Процесс пошел. Мы получаем здесь масло. А также получаем дополнительное пресс-удобрение, которое заменяет нам костную муку. Очень выгодно, очень удобно. Также пресс-удобрение можно продавать жителям в деревне. Соответственно, если вы их найдете. У меня как раз неподалеку есть деревня, и это я смогу показать. Но уже, скорее всего, не в этом выпуске. Вот оливка. Сейчас оливку положим. 10,50. О! Она дает больше всего масла. Теперь вернемся к нашей горелке. Зачем она нам вообще нужна? Кто-то спросит. Но если посмотреть в ее подсказку, то можно увидеть, что у нее температура UHT. То, что мы там получали, разгоняя вот этим вот самым теплообменником. Здесь это можно получить без теплообменника и сложной конструкции. Давайте ее включим. Вот она, UHT. Возьмем как, к примеру, пыль. Не так написал. Ладно, опять не так написал. Бог любит троицу. И возьмем блок пыли из мангалоя. Поставим его, соответственно, предварительно сделав небольшое сооружение. Все, готово. По такому же принципу, вместо вот этих водяных колес, можно будет сделать эту автоматизацию. Сейчас я ее, кстати, и сделаю, чтобы все показать. Вот я взял охлажденный. Сюда, допустим, закинем. Потому как не хочу долго ждать, ставить ее. О как. А он не пошел. Хрупкий блок получили. Потому как у него по-другому все. Давайте посмотрим. Ага.
он при выплавке приходит в чувство. Давайте включим. Сделаем дополнительный. У меня тут лава кончилась. Вот это засада. Все, готово. Вот он наш блок. Давайте его рассмотрим поближе. Из чего же он делается? А делается он из 6 магнетитовой пыли, 2 марганцевой пыли и 1 угольный. Или же можно железо вместо магнетитовой. Марганцевая пыль это радохразит, которая получается из красной руды. Вот, можно его скрафтить. А можно из крупной красной руды с 15% шансом получить из каменной мельницы. Можно в реакторном обработке сделать реакционной камере, или же в молотковой мельнице, при условии, если у вас есть титановая насадка. А для чего это нам надо, сейчас покажу. Во-первых, делаются инструменты. Неплохие, 17,5 урона. Вот, 17 урона, 18 урона. Долговечность 720, уровень сбора урожая 5. Очень высоко. Также делается пластина, о которой я не упомянул. Сейчас я ее покажу, для чего она нужна. Вот мы возьмем пластину, посмотрим на ее крафт. Шпиндель из инструментальной стали. Заменим. И допустим, что нам больше это не надо. И вот мы получили. Какой интересный способ получения слитков. Потому что для крафта молотковой мельницы нужно 2 нержавеющих. Да, похоже, надо автору будет написать, что у него ошибка в крафтах. Потому что она позволяет уничтожать ненужные инструменты, чтобы получить несколько слитков или драгоценных камней. Но, как вы видите, это дюб своего рода. Инструментальную сталь как получить? Это 6 магнетитовой пыли, 1 марганцевая, 1 хромовая и 1 молибденитовая пыль. Или же железная вместо магнетитовой. Хромовая это хромит, который получается из переработки крупной зеленой руды. С 15% шансом можно синтезировать, или же можно получить вот через молотковую мельницу. Также там у нас идет молибденитовая пыль. Его уже рассматривали. Для марганцевая пыль тоже рассматривали. Плавится это при UHT или преисподней инферно, то есть, или UHT. Потом остужается и, в общем-то, можно это даже сделать здесь, на который я симпровизировал это все. Возьмем блок пыли. Чтобы показать все наглядно. Вот она разогрелась. Сейчас она остудилась. И вот она уже готова у нас на выходе. Блок инструментальной стали. Из этой же инструментальной стали можно сделать косу, грабли, щит полицейский. Но самое лучшее, что здесь можно сделать из этого, это, по-моему, меч был.
Нет, меч это позже будем рассматривать, потому что там нужны пресс-формы, из которого делается, соответственно, сам меч. Горелочку нашу потушим. Ну, вот такой вот небольшой баг в моде. Как получать слитки, которые вы даже и не использовали для создания предмета. Вон даже, к примеру, алмазовые вам не надо. Кинули на переработку. И получили обратно алмазы немного. Ну что ж, на этом мы и закончим. В следующем выпуске мы рассмотрим уже не автоматизацию или же руды, а рассмотрим другой аспект этого мода, такой как бижутерия и магические карты. Ну что ж, всем счастливо. Увидимся в следующем выпуске.